Всем привет! Вы смотрите Flagman Shop и с вами рубрика F-новинки. И сегодня мы рассмотрим различные спиннинговые сумки и аксессуары от компании Flagman из серии Spinning Team. Начнем мы, пожалуй, с небольшого компактного спиннингового рюкзака, который предназначен для береговых рыбалок. С таким рюкзаком я уже рыбачу последние несколько месяцев и беру его на все свои береговые рыбалки. По первому взгляду рюкзак кажется достаточно небольшой, но от себя могу сказать, что он достаточно вместительный. И сюда влазят абсолютно все снасти, которые нужны нам на рыбалке. Состоит такой рюкзак из двух отделений. Это основное большое отделение, куда влазит несколько коробок с приманками. Также сюда можно помещать силикон и в пачках, и еще какие-то другие наши снасти и расходники. И есть второй карман, который поменьше, но также достаточно вместительный. Сюда у нас влезет или катушка, либо же какие-то другие снасти. Спереди рюкзака есть еще карман. Он также состоит из двух частей. Здесь есть один основной карман побольше. Здесь я, например, храню свои крючки, флюры и грузики. И спереди кармана есть еще отделение поменьше. Сюда также можно поместить небольшую коробку с крючками, либо с грузилами. Из особенностей стоит отметить, что здесь есть удобная ручка для переноса рюкзака. Есть отделение для бутылки. Сюда влезет бутылка объемом до пол-литра. Есть также различные крепления под карабины и отделение для инструмента. Также очень удобно, что этот рюкзак у нас идет на одной лямке. И во время рыбалки буквально одним движением руки мы можем доставить рюкзак из-за спины к себе и достать необходимые нам снасти. Рюкзак очень компактный, очень удобный, поэтому кто любит береговые рыбалки, рекомендую обратить на него внимание. Следующим мы рассмотрим чехол для катушки. Это чехол с жесткой стенкой, поэтому можно при транспортировке не бояться, что наша катушка будет раздавлена. Здесь также есть удобная ручка для транспортировки, либо же для того, чтобы этот чехол мы могли куда-то пристегнуть. Есть также небольшой наружный карманчик для каких-то расходников, либо же запчастей. Сюда даже можно положить какие-то мелкие личные вещи. И, собственно, сам чехол. Сюда отлично помещаются катушки до 4000 размера. Есть одно большое основное отделение и небольшая резинка, например, для фиксации ручки, чтобы у нас ручка по чехлу не болталась. Сюда мы ее как-то вставили, заправили, и она уже будет здесь надежно держаться. Напомню, что здесь есть очень жесткая стенка, поэтому можно не бояться, что при переездах, при транспортировке катушка у нас поломается. Чехол очень прочный, жесткий, крепкий, при этом компактный и выполнен в стильном дизайне. Также стоит отметить, что такой чехол отлично совмещается с нашим спиннинговым рюкзаком. На рюкзаке есть особое крепление, куда мы благодаря защелке Fastex пристегиваем наш чехол вместе с катушкой. И таким образом отлично перемещаемся. Либо же на рыбалку в транспорте, все у нас очень удобно. Либо же потом уже ходим по берегу, чехол у нас пустой, болтается на рюкзаке за спиной. Очень удобно и совершенно не мешает рыбалке. Далее мы рассмотрим набедренную спиннинговую кобуру. Это очень интересный аксессуар. Здесь есть специальный стакан, который служит подставкой для удилища. Кстати, стоит отметить, он внутри обтянут мягкой тканью для того, чтобы наше удилище и катушка не царапалась. Также здесь есть большой карман основной. Сюда влезет у нас даже пара коробок с приманками. Есть различные петельки для крепления наших аксессуаров и, собственно, карман для фиксации инструмента. Крепится такая кобура двумя ремнями к нашему телу. Один у нас ремень идет на пояс, и второй ремень пристегивается к ноге для надежной фиксации. Тоже очень удобная вещь для тех, кто любит береговые рыбалки, а также рыбалки в заброд. Следующая у нас идет небольшая компактная сумка, которая также крепится на поясе на бедре. Здесь есть одно основное отделение, достаточно объемное. Сюда влезет у нас несколько коробок с приманками. Есть спереди карман на молнии. Сюда также влезет либо же коробка с приманками, либо коробка с крючками и грузами. Есть несколько креплений под инструмент и различные дополнительные карманы на молнии для личных вещей.
Крепится такая сумка также благодаря двум ремням. Один ремень у нас крепится на пояс, второй ремень крепится на ногу для более удобной и надежной фиксации. Такую сумку удобно использовать как дополнительную разгрузку на береговых рыбалках. Далее мы рассмотрим спиннинговую сумку уже размером побольше. Такую сумку можно носить на рыбалке через плечо. Для этого есть специальный ремень с мягкой накладкой для удобства транспортировки. На этой сумке есть два боковых кармана, которые также достаточно объемные и удобные. Здесь есть спереди небольшой карман, который у нас на прорезиненной сетке, для того, чтобы было видно, что у нас здесь лежит. Сюда мы можем положить, например, флюорокарбон, либо же крючки. И внутри такой карман достаточно объемный, сюда влезет нормальная коробка с приманками. Также есть мини-кармашек, отделенный сеткой. Основное отделение этой сумки также защищено дополнительной крышкой, помимо нашей основной, для того, чтобы на случай дождя вещи внутри оставались сухими. Основное отделение сумки у нас уже достаточно объемное. Сюда влезет несколько средних коробок с приманками, либо же какие-то другие личные вещи. Также внутри есть два кармана на липучках, которые при необходимости мы можем отстегнуть. Такой карман есть как на передней стенке, так и на задней стенке сумки. Такая сумка у нас очень удобная, достаточно вместительная. Как видите, здесь есть много карманов, куда можно положить разные снасти. Она отлично подойдет как для береговой рыбалки, также в ней можно брать снасти в лодку. И напоследок я оставил нашу самую большую спиннинговую сумку. Здесь мы сразу видим, есть ремень через плечо для транспортировки. Также есть две очень удобные ручки для переноса. Сверху сумки у нас есть специальная шнуровка, под которую мы можем закрепить нашу верхнюю одежду в случае необходимости. Например, это очень удобно в межсезонье, когда погода постоянно меняется, нам то холодно, то жарко. Очень удобно держать с собой небольшую ветровку. Основное отделение сумки, как видим, достаточно большое и вместительное. Сюда уже влезет несколько больших коробок с приманками. На крышке сумки есть дополнительный карман, выполненный из сетки. Отдельно стоит отметить днище сумки. Оно выполнено из жесткого водонепроницаемого материала, который защитит вещи в сумке от дождя, либо же воды на дне лодки. Также оно достаточно крепкое и износоустойчивое. По бокам сумки есть два симметричных кармана, с левой и с правой стороны. Карманы на молнии достаточно вместительные, сюда можно положить как личные вещи, либо же небольшие коробки с приманками. Спереди сумки также есть отличный карман. Этот карман уже побольше, сюда также можно положить снасти, либо же вещи. Такая спиннинговая сумка отлично подойдет как для продолжительных береговых рыбалок, так и для рыбалки с лодки. Сумка объемная, вместительная, поэтому сюда влезет очень много различных снастей и вещей. Вот такие у нас новые спиннинговые сумки и аксессуары от компании Flagman. Кого заинтересует данный товар, ссылка на интернет-магазин. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы и подписывайтесь на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Павел, Flagman Shop. Всем пока, до встречи на воде.